Дядя Леша у нас. Да. Дядя Олег нарисовался наконец-то. Дядя Леша наконец-таки нарисовался. Рассказывай. Так, ладно. Леша не отрисовывался. А я что, отрисовался? Шарахаешься? Наговариваешь на честных людей. Честно, честно. А ты? Я? Нет. А, ты честный? Молодец, признался. Ах ты какой. Так, в общем, сегодня будем продолжать тестировать глубинный импульсный металлодетектор «Рубеж» Лжи. от отечественной фирмы «Сварог». В прошлые выезды нам не удалось зацепить ни одного глубинного сигнала. По какой причине непонятно, может их не было, может быть мы криворуко как-то ходили. Сегодня попробуем все сделать по уму. Сменили опять место, приехали на песчаную высотку, где тут заруба была в 42-м. Тут мы, в принципе, попадались крупные сигналы на глубине. Точнее, не сигналы, а вещи. Мы тут и блиндажи копали всякое. Так что, в принципе, здесь вот в округе, здесь, туда и сюда что-то должно быть. То есть, по идее, должны что-то зацепить. С этим прибором тут главное отличить верховой сигнал от большого глубинного. В принципе, это несложно сделать в теории. Вот. Тем же поднятием катушки дальше вверх от земли сигнал на именно глубинный большой предмет должен угасать, либо не угасать, либо угасать очень тихо, в отличие от каких-то поверхностных предметов. Вот. Так-то поверхностных предметов здесь, так скажем, очень много. Вот. В принципе, специфика Ленинградской области — сплошной ковер из осколков. Вот. Тут даже по сравнению с той же Московской областью земля и небо разница. Так что будем пробовать, посмотрим, что у нас получится. В всяком случае, постараемся. Танцуешь? Ну. Ну а там поглядим, как бы, что там у нас получится. Найдем, не найдем. Так что, так скажем, не рекламы ради, а чтобы найти что-то для. Но если что-то им найдем, будет отлично. Тогда, можно сказать, тест будет полный. Так, сейчас мы, навернули кружок тут, нашли где-то в районе 3 сигналов, более-менее вроде похожи на глубинные. Сейчас пойдем проверять. Вот, Леха не успел отойти, тут что-то зазвенело, надо проверить. Рядом с лагерем. Что там, Леша? Вот она какая сигнал. О, жизнь! Жизнь как она ездит. От цинкового патронного ящичка. Цинковочка. Ясненько. Ладно, пойдем посмотрим. Глубинный сигнал-то у нас будут, не будут. Так, Леха свой сигнал проверил. К сожалению, оказалось, это все-таки верховой сигнал, болванка снаряда. Вот, так что не получилось глубинного сигнала. Там второй там посмотрел, там какая-то на метре где-то что-то типа обочки ржавой было. И я вот здесь в проходе блиндажа. Глубина где-то 70 сантиметров. Вот такая жесть. Кусок жести накопал. Сверху была проволока. Я подумал сначала опять верховой, что-то зацепил. Но смысл такой прибора, что если под верховыми сигналами есть что-то крупнее, то орать он будет именно на то, что крупное, а не то, что сверху. Ну вот снизу была вот такая вот хреновина. Не то чтобы глубоко, конечно, но прибор вот мини-лап Xterra 705 не чуял эту жесть. Вот. Ну и рядом вон там еще кусок жести, всякие гильзы, проволока, пуговки от палатки немецкой, обоймы, рубашка от гранаты РГД-33. Вот. В общем, такие дела. Ну, то есть, один сигнал все-таки удалось глубинный зацепить. Вот.
Может быть, просто не так много их. Ну и опыт нужен. Плюс команда лучше, конечно. Один с прибором идет, второй прощупывает. Еще 2 человека копает. Ну так в идеале, я думаю. Так что, в принципе, ну и прибор себя уже там более-менее зарекомендовал. Вот. Уже другие комрады с ним ходили, в принципе, там хорошие результаты показывал. Вот. Просто нам, наверное, немножечко еще не фартит, но мы еще попробуем. Ну, пока как-то так. Вот. А если кто хочет приобрести такой прибор, вот, пожалуйста, магазин Деду Мити. Ссылочка в описании там. Можете обращаться. Интернет-магазин там. Ну и помимо этого прибора куча всяких приборов. Тут там скидочки, естественно, для поисковых отрядов в особенности есть. Система трейд-ин работает. Вот. Так что хороший магазин. Вы можете такой прибор там приобрести. Можете такой, любой. Возможно, даже такой, не помню. Вот. Так что, а по промокоду Лунный Ландшафт скидочка обязательно. Вот, так что ссылка под роликом, если что. Вот, а мы будем пробовать дальше. Глубинный поиск. Алло, пробежался, сейчас с прибором успел. Какую-то баночку такую нашел. Ну, прибор. Нашу баночку похоже от мази. Так, это мазь засохшая, по-моему. Гильза от нашего противотанкового оружия. О, до гнилых патронов чуть-чуть. Ладно, сейчас сделаем еще кружок глубинником. Так, ну мы тут кружок с Лехой навернули. Большой такой, с радиусом. Вот. Ну, таких явно вот прям глубинных сигналов, каких-то таких мощных, мы так и не нашли. Крупняк всякий верховой, да, нацепляли. Ну, правда, лопату с собой не брали. Мы так щупом смотрели. Вот. Но, кстати, в глубине мы нашли, да, на глубине 40 сантиметров нашли минометную мину нашу. Похоже, 37 миллиметров, редкая, к миномету лопате. Вот, но мы ее там и оставили. И вот еще выковыряли ногой ствол сменный. Дожили. К пулемету МГ-34. Не, ну когда лопаты нету, приходится ногой копать. Потом вот мы мину уже выкапывали стволом вот этим. Короче, такие пироги. Вот. Ну, поскольку глубинного сигнала нигде не нашли, в принципе, ни одного такого, чтобы реально на глубине, то сейчас мы, наверное, просто занырнем в блиндаж, будем сейчас докапывать. Сейчас уже обед, полдня мы проходили. Здесь вот, со старейшиной мы копали блиндаж наш. Ого, провалился, нормально. Так, вот, он уже подзарос. В прошлом году это было. И вот здесь у него заканчивается проход, и вот здесь еще одна, получается, комната. Вот сейчас мы с Лехой и будем копать. Глубина-то 1,5 метра, наверное. Вот, в соседних блиндажах бойцов поднимали. Здесь косточки ее тоже встречались, но добор чуть-чуть было. Вот. Так что такие пироги. Надо хоть что-то сегодня сделать еще, как говорится. Но даже что-то нашлось. Нашлось? Нашлось. Твой лось? Ладненько. Ну вот мы успешно, так сказать, внедряемся в недры. Но, потому что мы и есть глубинники. Да. О, что это у нас? Рубашка. Граната РГД-33. Патрон ТТшный. Гильза
от противотанкового ружья наша обрезанная косточка, это нечеловеческая. Хвост от мины нашей 80-ки, точнее 82 миллиметра. Кусок от фляги стеклянной, кусок шланга от противогаза нашего, пару гильз, осколки и жесть. Так, попалась лопатка наша. Ну, конечно, состояние уже не очень. Состояние просто супер. Масленка вот наш тоже ужасный сохран. О, там походу еще и каска наша. Он же шлем каска. Ну, чувствую там. Да, чувствую там тоже нормально. Ну вот, вытащил каску. Глубинком, кстати, я здесь проходил. Хотя в этой точке я вроде не ходил. Я здесь по центру смотрел. Ну, не знаю. В общем, здесь сигналов, где мы сейчас копаем, особо не было. Ну, или я их не распознал. Вот, смотрите, тут 3 осколка влетело. И прям вот здесь вот они и вышли. Разорвало каску. Вот они, видите. Наша ША-40, так называемая шестиклевка. Ну, состояние, конечно, такое. Хорошо, вот, да. Так, продолжаем копать. Эта часть, Сними вот кучку, вот это вот. эта часть блиндажа у нас не такая глубокая. О, проволоки попадаются медные. Шланг от противогаза. Горлышко от нашей фляги стеклянной. Вот. Фильтр от противогаза. Просто все в труху. Ну, тут нашли сейчас кое-что интересное. Вот лежит. Сейчас покажем. Так, тут у нас еще вот зеркальце попалось. Вот. Солдатик брился. Умывался. Вот зеркальце. Так, а тут у нас мыльничка попалась наша. РКК. Сейчас посмотрим. Открывай. Ну, пока грязненькая, но смотрите-ка. Видите? Нормальная, она только немножечко погнулась, но это не беда. Внутри, смотрите, что там лежит. Лезвие для бритвенного станка. Пуговичка со звездой. Что там еще такое? Смотри-то. То ли бинт, то ли что это. Не пойму. Это что-то прилипшее. Что там? Боец положил в мыльницу такое. Явно не мыло. Значит, такое. Но это пуговица со звездой, а это Что-то сыпется. это что-то. Бумага какая-то. Ну, да. Может, там завернуто что? Может, тоже было. Ну, что-то этому плохо. Это либо положить в воду и узнать. Ну, что-то это какая-то Ну, что-то. уже херень. Ну, что-то там непонятное. Ну вот. Вот это когда узнаешь глубину. Хотя, аккуратненько. Не знаю, думаешь, щупом пробито? Хотя оно было пробито сверху. Да. Это было до.
нас. Да, вот такие вот позитки. Бойчишки. Ну, смотри, мыльница целая, огонь. Дырочка только. А, снизу. В горячей воде выправится. Кроме вас, я больше никто не увидит. Вот такая интересная штучка. Что там у тебя? Диск ППШ? Очередной. Поналипнул. Ржавенький, старенький. Ну, вроде у нас вот они. с патронами. Успели снарядить. А я вон тут пачку целую патронов нашел. Ну, не воспользовались. ТТшных. Были завернуты, вот какую-то ткань. Тут у нас еще вот бутылечек такой нашелся. Видимо, медицина. Вот такая вот маська. Фарфоровая баночка. Тоже, наверное, наша. Рубашка. РГД-33. Еще одна. Граната. О, F1. Что-то тут было еще. А, он штык. Штык наш от трехлинейки. Очень классный сохранен. Конечно. Патронов ржавых тут целая каска. Не ржавый. На них просто маленечко налипло. Налипло? Совсем чуть-чуть немножко. Ну, как-то так интересно. Попалось Стенки такое. наши что-то лепили из чего-то. Тут похоже от снаряда Колпачок. колпачок, да. Из него сделали, видимо, стаканчик. Его смяли снизу. И получился стаканчик такой самодельный. Да, можно юзать. Прикольный. Так, ну, блиндаж мы докопали, в общем. О, было в блиндаже целых 3 стеклянных фляжки. Ну, все они, видимо, были разбиты взрывом. Отчего, собственно, блиндаж и загорелся. Ну, в принципе, вон видно обугленные стены. Ну, он горел, да не весь горел. Как видите, не все сгорело. То, что могло сгореть. В том числе, вот, например, 2 подсумка. Один вот образца 37-го года наш. Что там из него ржавые патроны торчат. Второй вот уже это универсальный СВТ Мосина. Такой тяжелый, видимо, тоже забит патронами. Подсумок. Ручка от гранаты попалась противотанковой. Пара заглушек для гранат. Что-то тут еще. Ну, шланги тут еще попадались. Что-то было еще. Сейчас попалась серебряная цепочка. Вот такая вот. Уже вторая с этого блиндажа, второй раз я тоже тут серебряную цепочку находил. Так, ну и в принципе все. Сейчас Леха там пошел куда-то, прибежал с прибором. Сейчас придет, будем итоги подводить. Ну, вон тут тоже какая-то штука пластиковая, прозрачная. Да, останков в этой части блиндажа не попалось. В той части были разрозненные. Вот. Ну, было интересно. Вот находки всякие были.
Лёшка пробежался, только Патриков насобирал. Сидит тут в дыму такой, Класс. афганистанец. Как будто. Все, Свои модные шапки. Сняла. Ну, вот у нас за день такой натюрморт получился. Подсумки, цепочка, заглушки, ножик еще перочинный был, умер. Такая цепочка самодельная из проволочки. Вот стаканчик самодельный, зеркальце, мыльница, баночка, еще парочка баночек, шланги, лопатка, наша каска, штык, 2 магазина к ППШ. Да. Что тут еще? Ну, вот граната, масленка, хвост от мины, пуговки. Ну, в общем, так как-то. Ну и ствол пулемета МГ. Так что вот так вот, я думаю, на сегодня хорош. В общем, глубинник дальше будем тестить, посмотрим. Ну, конечно, к нему, наверное, нам вот привыкнуть надо. У кого-то это дело, возможно, быстрее освоение. Вот. Ну, у нас как-то так. Зато у нас, видите, как глубинник Алексей. Да. И глубинник Олег, то бишь я, находим быстрее. Ну, потому что уже опыт и практика. Свой тест мы уже давно пошли. Свой тест мы уже давно прошли, да. Я Алешку протестировал, нормально. О, а я Олежку. Да? Плохо. Неплохо? Нормально, нормально. Неплохо, говорит. Конечно. Думал, тебя похвалить. А, да, вот тебя-то дождешься. В бороде масленица. В бороде масленица. В бороде масленица. В бороде масленица. Ладно, всем покедова. Маши ручкой. Скажи пока. Пока. Паке. Пока. Дома. Вот, все, всем до новых встреч. В следующий раз, наверное, глубинник будем в другом месте тестировать уже. У нас по традиции меняем место. Вот. Ну и посмотрим, что будет. Так что всем покедова. Пишите огненные комменты. Как всегда, не забывайте обязательно. Вот, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, в инстаграмчик заходите. В общем, как-то так будем рассказывать. Сегодня хотел рассказать там еще одну штуку. Забыл, как всегда, уже в 30-й раз. Ладно, в следующий раз расскажу. Не все сразу, да? Не все в бороде масленица. В бороде. Что ты с этим костром делаешь? Ладно, все, пока всем. Все, давай. Давай.